SCP-939 со множеством голосов. Объект номер SCP-939. Класс объекта Keter. Особые условия содержания. SCP-939-1-3-1-9-5-3-8-9-9-6-9-8-9-9 и 109 содержатся в ячейке 1163-А и 1163-Б. Обе ячейки имеют размер 10 на 10 на 3 метра и находятся в милитаризованном участке биосодержания 1.4. Обе ячейки снабжены системой климат-контроля. Внутри поддерживается пониженное давление. Стены ячеек железобетонные. Доступ осуществляется посредством дезактивационной камеры. Внутренняя дверь, которая сделана из стали и герметична. Смотровые окна изготовлены из слоеного пуленепробиваемого стекла толщиной 10 см, между слоями которого проложена металлическая сетка под напряжением 100 кВт. Относительная влажность внутри ячеек составляет 100%, температура минус 16 градусов по Цельсию. Наблюдение за особями осуществляется посредством камер, работающих в инфракрасном диапазоне. Для доступа к SCP-939 ячейкам содержания и комнатам наблюдения требуется разрешение сотрудника 4 уровня. SCP-939-101 препарирован. Части его тела хранятся в криокамерах с 939-101А по 939-101М в биоисследовательской зоне 1.2. Для доступа к SCP-939-101 требуется разрешение 2 или более сотрудников 3 уровня, один из которых должен присутствовать во время проведения опытов или исследований. Допускается одновременная работа с содержимым только одной криокамеры 939-101. При работе с образцами ткани SCP-939-101 следует отслеживать их внутреннюю температуру. При нагреве выше 10 градусов по Цельсию образцы следует вернуть в криокамеру, а работу прервать как минимум на 72 часа. Никаких других критериев, кроме температуры, по срокам работы с образцами ткани нет. Разрешено работать без ограничений по времени. Если исследователь в состоянии игнорировать бормотание и просьбу объекта, отпустить его. Ячейки содержания следует проверять с периодичностью раз в 2 недели. Во время проверки SCP-939 переводится в соседнюю ячейку. В это время двери и окна ячейки следует осмотреть на предмет повреждений. При необходимости починить или заменить. При работе с SCP-939 требуется тщательная обработка их успокоительным, вне зависимости от вида работы. К этому относится и перевод особей из ячейки в ячейку. Протоколы проведения экспериментов и смены ячейки, СМ-документ номер 939-TE4. При работе с SCP-939, а также при посещении мест, где раньше обитали SCP-939, сотрудникам следует носить комплекты химзащиты по классу С. После работы с сотрудниками следует пройти стандартную процедуру дезактивации, чтобы не допустить распространения амнезиака. В свете инцидента ABCA 149393 всем сотрудникам отличного от D-класса, задействованным в работе SCP-939, следует носить 2 электронных измерителя пульса, устойчивых к попадению воды. Измерители передают сигнал на систему мониторинга, снабженную независимой системой электропитания и как минимум одним резервным источником электропитания. В случае нулевых показателей или сбоя обоих измерителей, их носитель будет считаться мертвым. Сотрудникам следует игнорировать все его устные высказывания. Также при этом автоматически объявляется тревога по нарушению условий содержания. Сотрудники службы безопасности, поднятые по тревоге, также должны носить измерители. Всем особям SCP-939 при поимке следует вживлять под кожу маячки для слежения. Описание. SCP-939 – теплокровные стайные хищники, некоторые органы и системы которых атрофировались, как у троглобионтов. Кожа SCP-939 хорошо пропускает влагу.
красное и полупрозрачное из-за насыщенности, похожим на гемоглобин веществом. Средний рост особи SCP-939, прямо стоящий на задних конечностях, 2,2 метра, а вес 250 кг, хотя от этой величины могут быть значительные отклонения. На каждой из 4 конечностей имеется по 3 снабженных когтем пальца, напротив которых расположен большой палец. Конечности покрыты щетинками, что весьма положительно влияет на способности SCP-939 к лазанию. Головы вытянутые, глаз или глазниц нет, мозгового черепа нет. Челюсти SCP-939 снабжены заостренными зубами, которые тускло светятся красным. Строение челюстей и зубов похоже на таковое у хаулиодовых. Зубы достигают 6 см в длину. На внешней стороне челюстей расположены терморецепторные ямки. Вдоль покрытого иглами позвоночника расположены светочувствительные пятна. Иглы же достигают 16 см в длину и, похоже, чувствительны к движению потоков воздуха и атмосферному давлению. Многих жизненно важных систем у SCP-939 нет. Отсутствуют центральная и периферийная нервные системы, система кровообращения и желудочно-кишечный тракт. Дыхательная система SCP-939 атрофирована и служит, судя по всему, только для выдыхания AMH-C227, смотри ниже. Похоже, что SCP-939 не нуждаются в пище для поддержания жизни и не способны переваривать проглоченное. Съеденные SCP-939 ткани скапливаются в дыхательной системе и отрыгиваются, когда их накапливается слишком много для нормальной работы этой системы. Несмотря на отсутствие жизненно важных систем, SCP-939 живородящие, смотри приложение 1.0, 1.6, 1.991. Излюбленный метод SCP-939 для заманивания жертвы – имитация человеческой речи голосом убитых ранее жертв. Хотя имелись случаи активной ночной охоты и имитации звучания других животных. Часто в том, что проглатывают SCP-939, звучит тревога, ведутся попытки выяснить, понимают ли SCP-939, что говорят, или просто повторяют услышанное ранее. Неизвестно, как именно SCP-939 узнает голоса. Имеются документально подтвержденные случаи имитации голоса жертвы, которая ни разу не говорила в их присутствии. Голосовой анализ SCP-939 не в силах распознать разницу между речью SCP-939 и речью жертвы. По этой причине настоятельно рекомендуется отказаться от системы идентификации по голосу во всех учреждениях, где имеются особи SCP-939. Жертву SCP-939 обычно убивают одним укусом в основании черепа или шею. Челюсти этих существ способны развивать давление больше 350 атмосфер. SCP-939 выдыхают взвесь амнезиака класса С. Далее AMH-C227 в очень низкой концентрации. AMH-C227 вызывает временную антероградную амнезию, подавляя формирование воспоминаний за все время действия плюс примерно 30 минут. Вещество не имеет цвета, вкуса или запаха. ЭКВ-50 составляет 0,15 мг в минуту на кубометр. В хорошо вентилируемых помещениях или на открытом воздухе ЭКВ-50 значительно падает, но по-прежнему представляет угрозу. Через 60 минут после попадения в организм AMH-C227 растворяется в крови. Ощущение дезориентации, слабые галлюцинации, возникающие после выхода из насыщенной AMH-C227 области, похожи на постэффекты от употребления различных психоактивных веществ, поэтому легко принять одно за другое. Примечание 03232005. Данный отчет касается морфологии альфа. Информация по морфологии бета проведена в удалено. Журнал экспериментов 9.1.4. Рапорт АМОК НЮ-7. После выполнения задания данные удалены, данные удалены, данные удалены, удалено. Приложение 1.1, 1.4, 1.9.8.1. Протокол радиопереговоров групп захвата во время первого контакта с SCP-939 находится в этом файле.
Приложение 04111982 SCP-939 резко отрицательно реагирует на яркий свет, по этой причине риск нарушения условий содержания считается минимальным. Стандартное освещение коридоров люминесцентными лампами достаточно для удержания SCP-939 тем на ячейке. Смотри приложение 09201991. Приложение 06291987. Предварительное исследование AMHC-227 показало, что имеется возможность применять данное вещество в качестве амнезиака общего назначения. Сотрудники исследовательской зоны биосодержания 6 разрабатывают методы массового производства вещества и изучают возможные отрицательные последствия его применения. Приложение 10031990 AMHC-227 одобрено к применению как амнезиак класса С. Ожидается, что дыхательная система SCP-939 в биоисследовательском участке 12 смогут производить более 3 литров вещества в год. Приложение 09201991 в исследовательской зоне биосодержания 6 имело место нарушение условий содержания 9 особей SCP-939. Попытка к бегству развивалась по сценарию «Тихая ночь». Близлежащие поселения эвакуированы под видом штормового предупреждения. На место отправлены поисковые отряды. Приложение 10161991 удалено. По этой причине запрещается какое-либо взаимодействие с SCP-939 с 8 сентября по 7 октября в северном полушарии и 6 марта по 4 апреля в южном полушарии удалено. Не было найдено ни одной особи SCP-939 мужского пола, которое удалено. Содержит амнезиак класса B. Удалено. Смотри размножение SCP-939. Приложение 02201992. Запрещается использовать AMHC-227 в качестве амнезиака. Приказ вступает в силу немедленно. Более подробная информация приведена в отчете об инциденте AMHC-227-939.